Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 27 июля по 2 августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет у наших водолеев. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что расклад записан сегодня мною не зря. Итак, давайте посмотрим, водолеи, что же вас ожидает с понедельника по воскресенье. Понедельник — карта Верховная Жрица. Вторник — Королева мечей, которая у многих часто выпадала. В целом говорит про вашу стихию и ваш знак Зодиака. Затем в среду карта Мир. В четверг Паж Пентаклей, в пятницу Императрица, карта Королева Пентаклей, в субботу и в воскресенье карта Десятка мечей. Итак, первая карта, которая здесь у вас есть, это карта Верховная Жрица, это карта каких-то тайн, секретов, возможно, с которыми вы сталкиваетесь, каких-то закулисных игр, в которые вы можете быть втянуты, то есть нужно быть в целом осторожнее, но если вы здесь считаете нужным какие-то ваши планы пока что не распространять, не давать им огласку, то это, скорее всего, тоже верно. По карте Верховная Жрица вы стараетесь здесь поступать максимально разумно и мудро. Даже если что-то в тайне здесь происходит, то это неспроста. Старайтесь сохранять гармонию и баланс. Здесь дальше идет карта Королева мечей. Королева мечей, которая в вашей стихии есть, она в целом показывает вас прежде всего и ваше желание по Королеве мечей подходить ответственно и внимательно к тому, что вы делаете. То есть внимательно к деталям, обращать внимание на какие-то мелочи. Возможно, здесь речь про желание какие-то карьерные цели реализовывать или ваши амбиции, а также про желание и возможность говорить прямо свою правду, высказывать свою точку зрения, четко говорить, что вы считаете нужным и правильным в той или иной ситуации. Но также вы можете столкнуться с какими-то резкими суждениями окружающих людей или какой-то информацией, которая для вас здесь будет произнесена честно, прямолинейно. Возможно, вы о чем-то не знали, здесь об этом узнаете, водолеи. Дальше идет карта Мира. Это все, что связано с миром, с путешествием по миру, с людьми, которые в мире где-то далеко находятся, где вы с кем-то переписываетесь, созваниваетесь, связываетесь. Все, что касается мира, перемирия, да, и всего мирного, здесь может иметь место быть. Карта Мир, она также в основном, ее ключевое значение — это 21-й аркан, это последняя карта в старших арканах. Она показывает завершение цикла, завершение какого-то важного периода, и также возможность здесь вот это завершение как будто бы ощутить как достижение, как будто бы получить признание от того, что вот вы достигли этого результата, почувствовать триумф и ощущение победы. У кого-то, кстати, может быть здесь просто путешествие по миру, то есть просто какая-то поездка. Следующая карта, которая здесь есть, это Паж Пентаклей. И Паж Пентаклей — это такой хороший ученик. Паж Пентаклей — это паж, который готов использовать шансы и возможности ему дающиеся, особенно выгодные возможности. Он готов чему-то учиться, быть подмастерьем для того, чтобы стать мастером, для того, чтобы стать докой, профи в каком-то деле. Поэтому здесь вы можете чему-то учиться, получать какие-то знания, может быть, дистанционно в виде семинаров или тренингов, или просто книг. То есть вы здесь что-то можете изучать и впитывать эти знания. По Пажу Пентаклей вы также проявляете усердие, если вы в чем-то корпеете, работаете над чем-то. Вы здесь проявляете много решительности и смелости. То есть вы, если к вам стучится какой-то хороший шанс, да, возможность, то вы его используете. Вы вряд ли оставите дверь закрытой перед этой возможностью. Это в целом карта Пажа Пентаклей, говорящая про земной знак, так что может быть общение с земным знаком. Их здесь очень много выпадает дальше. Это и Императрица, и Королева Пентаклей, которая показывает общение с тельцами, козерогами, может быть, девами, возможно, общение с таким знаком зодиака, но в целом карта очень-очень хорошая. И карта Императрица, которая здесь есть в пятницу, она говорит о плодородии, о развитии, о росте, что бы вы ни делали, здесь это имеет хороший потенциал для роста и для развития. Если смотрят женщины и беременные женщины, то здесь, соответственно, акцент на ощущение
не знаю, гордости за это состояние какого-то баланса, гармонии, женственности в целом, да, которое вы здесь испытываете. По императрице для кого-то это общение с матерью, потому что это все, что связано с рождением, для кого-то с женой, которая вам родила детей, к примеру, то есть или которую вы видите мамой своих будущих детей, или, может быть, она беременна. То есть здесь вот какие-то такие вопросы могут быть. Либо вот в самом банальном таком вот варианте это возможность здесь успешно прожить этот день, потому что все, что вы делаете, имеет хороший рост, то есть хорошее развитие, соответственно. То есть здесь вот все наполнено этой духовной силой развития и прогресса. Дальше королева Пентаклей, которая есть в субботу. Я уже говорила, возможно, акцентирует все на земном знаке зодиака, с которым вы имеете дело. А возможно, здесь у водолеев речь просто идет о каких-то финансовых вопросах. Может быть, вы здесь должны принимать какие-то решения, касающиеся покупок или там необходимости, наоборот, сэкономить на что-то деньги. То есть здесь все, что касается практичности, вот этой хозяйственности, мудрости, особенно если она касается денег, сердечности и верности в отношениях, потому что королева Пентакли, она за постоянство, за стабильность в отношениях. То есть здесь может быть и вот такая вот ситуация, вообще не денежная, а касающаяся отношений и вашего желания эти отношения укреплять, укоренять, развивать, да, вот все, что в таком духе. А дальше идет десятка мечей. В воскресенье оно у вас выпадает как разочарование, с которым вы сталкиваетесь. Что-то будет вызывать стресс и переживания, поэтому к этому нужно быть готовыми. Возможно, здесь речь идет о каком-то некомфортном или дискомфортном, скажем, состоянии, из которого хочется выйти, как ситуация отчаяния, которую хочется поскорее завершить. То есть что-то не совсем так, как вам бы хотелось здесь. Не ладится что-то, да, в воскресенье, поэтому, возможно, спланированное нечто здесь не так легко получить или не так легко сделать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.